can't remember you, like I remember you. Здорово, пацаны, пацанята, девчушки, девчата, с вами Дрей. И в сегодняшнем выпуске Игры новостей я вам покажу одну из самых лучших игрушек в жанре клонов CSGO Mobile и также Valorant Mobile. И да, заранее хочу сказать то, что скорее всего вы уже слышали об этой игрушке, потому что она уже неделю как вышла, или даже, возможно, немножко больше. Однако хочу сказать то, что мне кажется, будет все равно интересно услышать мое мнение и, возможно, нечто новое про эту игрушку и так далее. Поэтому присаживайся, устраивайся поудобнее, бери что-нибудь вкусненькое, ведь я тебе обещаю, что выпуск будет очень и очень интересный. Погнали! Итак, да, на последнем стриме, когда мы стримили и играли с вами в игрушки, мне написал зритель и сказал, что вот совсем вот-вот вышла игрушка, а вернее сейчас она находится в тестировании в Китае, однако мы все равно можем поиграть в нее. Вышла игрушка под названием Ace Force, которая является реально таким вот сочным клоном CSGO Mobile, а также, если можно так назвать, и Valorant Mobile. Вы скажете, как можно совместить эти две игрушки, при том, чтобы я прям говорил, что это прям хороший клон. Да, это практически невозможно, однако как-то удалось у этой игрушки, потому что на самом деле мне очень сильно нравится стилистика данной игрушки. На самом деле, на то время, кстати, на русскоязычном ютубе вообще не было видосов о ней. Поэтому я немножко уже не успел, потому что сейчас уже есть видосы, понятное дело, уже прошло 1,5 недели, если не ошибаюсь. Однако, все равно, вот я решил сделать видос по данной игрушке. На самом деле, мне очень сильно понравилась стилизация данной игрушки. Да, в игре используется Outline Shader, который является таким вот и задает такую стилистику картонно, соответственно, комиксную, вот, и мне это очень сильно нравится. Если кто помнит, у меня такая же похожая стилистика, у меня более sci-fi, однако тоже картонная, тоже более такая вот шейдерная стилизованная игрушка, похоже, была у меня как раз таки, когда я делал свою игрушку, то есть Drake Strike Reality. И на самом деле, вот я как раз таки из-за этого прям мне очень сильно понравилась данная стилизация. Я считаю, что это одна из самых лучших стилизаций, которая может быть вообще в целом во всех играх. И на самом деле этим игрушка меня уже зацепила. Далее я начал изучать подробности данной игрушки, и на самом деле она все так же цепляет, потому что в игрушке очень классные, красиво смоделированные модельки, как и, соответственно, игроков, так и в основном пушек. На самом деле, модельки игроков мне не сильно так вкатывают по стилистике, потому что это более какое-то анимешное что-то, мне не очень сильно такое вкатывает. Однако, тем не менее, все равно прикольно. Также в игрушке очень интересный геймплей. Ну и такая же, в принципе, геймплейная составляющая, как и в CS:GO, то есть 5 на 5, как и в любом соревновательном шутере, где мы должны обезвредить бомбу и так далее. Однако игрушка больше, наверное, все-таки напоминает Valorant, потому что здесь все-таки есть привязка способностей к персонажам. Однако здесь они, не столь, наверное, сильно влияют на геймплей, как в том же Valorant. Здесь они так, чисто дополняют геймплей. Да, в Valorant изначально тоже собирались сделать не сильно влияющие на геймплей способности, чтобы это просто дополняло, а основную роль играла как раз таки стрельба. Однако сейчас, уже спустя столько лет, я хочу сказать, что на самом деле в Valorant сделали как раз таки наоборот, где стрельба это уже, наверное, все-таки дополнительная составляющая. В этой же игре, наверное, все-таки пока что способности это второстепенная шняшка, на первом же идет стрельба. Кстати, насколько я знаю, вроде как здесь даже нету ауто-аима или там помощи в прицеливании, что является очень прикольной шняшкой, и мне кажется, что в игрушке будут проводиться всякие соревнования и турниры. Кроме того, в игрушке пока что не сильно оформлено меню. Меню нас встречает с нашим персонажем, и когда ты выбираешь персонажа, менюшка меняется, сам хаб, скажем так, меняется. Однако пока что все выглядит сыро, не так уж много вкладок, но опять-таки учитывайте то, что это просто тест игрушки. Дальше будет лучше, ведь это просто, опять-таки, тест игрушки. Ну а лично я уже жду с нетерпением, когда сможем мы уже затестить игрушку в полноценной мере.
Ну, а если ты думаешь, что вот как же она вышла, если сейчас нельзя поиграть только в Китае, то на самом деле нет. Ты можешь поиграть прямо сейчас. Тебе всего лишь нужно зайти на какой-то сайт, где можно скачать АПК-приложение, просто забить в интернете, скачать данную игрушку и, соответственно, просто установить ее. Вот и все, никаких VPN-ов, ничего тебе не потребуется, чтобы просто зайти в игрушку и поиграть. Нет, ты сможешь просто так зайти в игрушку и поиграть. Поэтому заходи, играй, наслаждайся и главное, после того, как ты поиграешь в эту игрушку, не забудь написать свои впечатления прямо здесь, в комментариях. Ну а если тебя хоть чем-то зацепило и ты не хочешь пропустить свежие новости по данным играм или другим крутым проектам, тогда подписывайся на канал, бро. Спасибо еще раз, удачи и пока. Пока.